Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Донну, да, именно так, за этого прекрасного огненного дракона вместе с предметом феромона. Да, пока что я решил, что не буду снимать с нее этот предмет, он мне очень помогал, поэтому пока что оставляем. Отправимся мы сейчас в командные бои, будем прекрасным образом разваливать, я вам поделюсь небольшими новостями по поводу того, что... Сколько уже открываю сундуков, золотых, изумрудных, а персонажи, точнее, жетоны на нужных персонажей мне не выпадают. Обидно очень, вы не поверите. Уже 4 изумрудных и, наверное, штук 10 золотых открыл. И как вы думаете, сколько у меня жетонов выпало на нужных мне персонажей? Правильно? Один раз с золотого сундука на одну выпали жетончики. И это все, к сожалению, это все. Так, мы сейчас зайдем в зону. У нас здесь сейчас ребятки залутают аптечку. Я спокойненько отхилюсь. Ну, они залутают аптечку, не? А вторую? Так, нужно помогать идти нашему кенгуру-гению, который сбежал. Не будем помогать, наверное. Так, шотнем немножко Генри, чтобы он получил по заслугам. Добьем сейчас бобра. Немножко не достал я по радиусу, ну, что поделать. Да, блин. А, кстати, вы дали? А, ну это, наверное, наш бобер добил, скорее всего. Ну, что я могу сказать кенгуру? Он сделал очевидную ошибку, это пошел не пойми куда, не пойми зачем, и по итогу поплатился своей жизнью. Это его была ошибка. В любом случае, нужно понимать, где стоял я, где стояла Лиззи, где был Генри, и насчет этого уже реагировать. Да. Такие вот дела. Итак, нашел я еще противничков. Они скрываются в кустах, мы скрываемся в воде. Все по плану, капкану, как обычно. И это панда, да, 100 пудов. Так, а теперь нужно словить. Так, Никса ловим, добиваем. Отлично. И уходим в воду. Скорее всего, надо было, конечно, капкан поставить, но что сделано, то сделано. Пока что останемся так. Так, ворвемся немножко вот сюда вот. Ворвемся, закинем капканчик, закинем дробовичок. Красивенько. Генри немножко добьем. Попробую сейчас его словить. Отлично, получается. И победка оформлена. Ух! Ну, красивые вырывы с Доном получились сегодня. Ворвался под домик, ворвался там. Ах, люблю я этот момент. Дона все-таки хороша. Ну, феромончики, конечно, тоже прекрасны. Эх, хорошо. Ладно, давайте отправимся в следующий бой. На Доне у меня тоже план взять 4 топ-1. Как и на прекрасном Генри с феромонами, да. Что-то меня потянуло на феромоны, на имбы. Ну, блин, ну заметьте, ну очень классно играть с таким предметом. Поэтому всем советую. Конечно, его сейчас невозможно выбить. Только если вы, там, не знаю, каким-то чудом накопите много жетонов и сохраните их до акции с тем, когда они выпадают с феромонами. Ну, то есть у нас есть акция в игре, когда, ну, там бицепсы, феромоны, обычно на эти два предмета дают. Шансы, то есть шансы повышаются точнее, они вообще появляются, да, их там нету, как бы, они нулевые с самого начала. Но они появляются, разрабатывать эту акцию, и за открытие там изумрудного, легендарного, золотого сундука у вас есть шанс выбить феромоны. Звучит это очень круто. Брюса сейчас я словлю. Сейчас мы его добьем. Какой-то дерзкий вообще тут врывается. Врывается, понимаете? В меня, в краба 14-го, в бака 11-го. Вообще. Нужно же думать головой, когда ты что-то делаешь. Брюс, не? Не думаем, да? Понимаю. Понимаю. Ну, зачем думать, да? Так, стенку поставим. Я не хочу с ней ходить, мало ли. Может реально помешать, наоборот. Итак, наша команда двигается дальше. Ну, видали автоатакой? Просто автоатака. Сейчас мы Яру словим. Прекрасно Яра словилась, легко достаточно. Я даже особо париться пока что не буду. Бахнем с лука немного сюда. Подождем сейчас КДшку. Опа! Видали, крабик притянул, я застанил. Вот это я понимаю, комба. Лютая комбинация, которая позволяет тащить. Бачок здесь у меня уже убегает противников. Ну, Басик испугался. А мы сейчас красивенько залутаем по луту. Кенгуру, может, ты залутаешь, не? Стал на аптечку, стоит. Кстати, вот так вот делают боты, если что. Получается, сейчас за кенгуру играет бот, скорее всего. Хотя, может, и нет. В общем, непонятно. Ну, просто я видел, когда боты так делают с аптечкой. То есть они почему-то не фулл аптечки, они пытаются ее поднять. И вот какая-то вот такая странная ситуация случается. Ладно, давайте арморчик залутаем. Мне кажется, сейчас будет замес жесткий. И мы сейчас должны будем затащить. Мне не нравится крабик, который идет на край зоны. Ой, как не нравится, ой, как не нравится. Не хочу на край зоны драться, без воды особенно. Ладно, бы еще вода была, я бы смог бы там быстро переместиться. Все дела.
Ну а без воды я не смогу этого сделать, это логично. Поэтому нам нужна вода. Ну крабику пофиг, он страдает фигней. Ладно. Придется ждать, пока эти гении решат сдвинуться с места. Пока что никого не видно. Но Никс говорит, что кого-то увидел. Ну давайте посмотрим, что там Никс увидел. Никс, кого ты увидел? Покажи мне этих невероятных личностей. Никого. Как неожиданно, да? Ну ладно. Постояли хорошо. Теперь можно двигаться дальше. А моя прекрасная команда. В принципе, действуют они как боты. Немножко. Ладно. Мы все равно победим, скорее всего. Если сейчас нас не задушат два склада одновременно. А вроде как это не должно быть. Крабик просто в воздух выстрелил дробовиком. Не знаю зачем, но выстрелил. Я сейчас в воду и будем занимать тактическую позицию. Влетаем. И красиво здесь все шотаем. Вот, ребятки, об этом я говорил. Об этом я говорил. Лютейшая имба, которая позволяет мне имбовать на персонаже Донна. Так, ну пока что я здесь просто так немножко маневрирую. Ничего особенного не делаю. Их там сбоку поджимает еще один сквад. Так, пока что... Блин, у нас преимущество... У нас, на самом деле, проблемы сейчас большие. Они отхилились немного. Я Генри, кстати, добил. Неплохо получилось. Никса тоже добиваем. Сейчас бачка здесь прокинем немного. Уворачиваемся от противников других. Надо жирафа раскидать, мне он бесит. Так, бака сейчас шотнем. Красиво, все. Всех раскидали. Противники немного там остались, но... Так, добьем этих красавцев. У меня есть, в принципе, феромоны готовые, которые я вовремя использую, и мы всех убиваем. Красивейшим образом. Ну что, феромоны залу... Ну вот видите, просто таймингово все сделан и все затащил. Ну вот она, Донна. Вот она, Донна. ХП нереальное количество, позволяет много танчить, много выдерживать таймингов, которые нужны реально. Вот я сейчас за стенкой стоял, мне нужны были тайминги, чтобы побольше противников подошло, ворвалось меня, чтобы я мог нажать активный навык с феромонами, который всех застанил бы, и вот мы по итогу победили. Просто один предмет, который тащит вам бои. Да, не имбово. Опять же, единственный вариант его сейчас достать, это открывать сундуки в акцию, когда они оттуда падают. Ну, с сундуков там золотых. Обычно с изумрудных, легендарных и черных ящиков. Ладненько, мы отправимся в следующий бой. Корейцы топ-1 сами себя не сделают, поэтому идем нагибать. Все дела. Так. Заспавнились мы вот здесь, вот рядом с легендарным ботом. Это и хорошо, и плохо, потому что у меня команда не дружит с головой. Ну, бывает что. Не все же должны быть гениями, да? В игре зуба. Опять же, копье, которое я не могу взять чудесным образом. Нравится. Нравится. Ай, ну добейте, ну. Кто-нибудь добейте, пожалуйста. Конечно, копье. Конечно, копье легендарное выпало. А что еще? Не дробовик, не лук, не граната. Копье? Конечно, копье. Что же еще могло выпасть? Стена сейчас... И там 15 уровень. Понимаю. Просто уходим. Без вариантов. Просто уходим. Как же не бесит. Вот вы сейчас не представляете, как же меня сейчас этот фламинго не взбесил. Давай до свидания, слышь, фламинго. Ты мне, конечно, очень нравишься. В скобочках нет. Блин, боты душные. Попались. Так, попробую сейчас немножко быкануть. Немножечко. Буквально на секунду быканул. Все, а теперь сваливаем. Ой-ой-ой-ой, как было близко. Все, теперь бежим. Тоника я если, конечно, не буду. Это вообще бред. Просто бежим. Ну что, Никс понравилось? Быканул? Да, красавчик. Поиздевались над Никсом и текаем. Вариантов нету, вы сами все видели. Там просто 15 уровни, full сквад. Я один. Ну ладно, Тони там был какой-то 11 уровень, но... Сами понимаете, да? Я думаю, смысла не было объяснять, почему я сбежал. Потому что я хочу брать как можно больше рейтинга. Я не считаю, что в этой ситуации я бы смог победить вообще хоть как-то. У нас сквад разделился, остались несколько здесь, несколько здесь. Я был здесь. Наши союзники почти мгновенно шотнулись вот здесь вот. И это привело к поражению. Я знаю, что мне сейчас нужно сделать, мне просто нужно занять вот эту позицию прекрасную. Есть один вариант, что я затащу. Это то, что противники все без уколов адреналина. Это, конечно, 0% вероятности, но вдруг я в них ворвусь и шотну всех. И у них еще не будет дефибрилляторов, тогда да, тогда есть вариант. Есть еще вариант, что они друг друга пошотают. Там два склада между собой, условно. Кто-то из них не успеет выжить, там их останется трое. Тоже вариант неплохой.
Опять же, мне варианта оставаться там вообще никому не было, хотя можно было, конечно, в этой воде стать. Ну, ладно, давайте будем реалистами. Сейчас меня здесь никто не увидит, если не пройдут именно вот здесь вот. Хотя вот сейчас немножко вылез, меня немножко видно. Вот, давайте вот так вот расположимся, вроде так не очень видно. В общем, если кто-то по этой воде не пройдет, меня не увидит. Если кто-то пройдет, то увидит. Вот такие вот дела. Поэтому сидим. Тактика, капкан. Получается, тот сквад остался и я. По идее, мне сейчас не нужно сидеть. Мне нужно сейчас выйти. Но я хочу все-таки попробовать затащить красивенько. Поэтому мы сделаем вот такой вот расчет. По идее, могу... Ну, вы поняли, да? Краб 16. Как вам? Красивенько. Красивенько получилось. Ну, давайте подеремся немножко. Не успел. Я не успел даже похилиться. Ну что, кстати, ребятки. Вариантов там вообще никак не было. Было очевидно, что я проиграю. Но я хотел попробовать. Я хотел попробовать. Шансик небольшой был. Возможно, я бы смог шотнуть бобра. Если бы у него не было, конечно, столько аптечек и всего остального. И он был пониже бы уровнем. Возможно, я бы его шотнул. Плюс потом можно было бы еще кого-то подловить. То есть можно было шотнуть двоих. Потом, возможно, можно было бы шотнуть троих. И уже, возможно, бы я смог бы переломить этот бой. Пока они бы там добежали до своих союзников. Пока бы попробовали их резнуть. Я бы еще раз шотнул. Ну, в общем, там все было в реальности. Можно было. Небольшой микрошансик, но был. Но, к сожалению, не получилось. Не сегодня. Не повезло, не фартануло. Назовем это так. Нужно сейчас залутать лук хороший. И, в принципе, отправляться дальше. А, это Никс у нас тут бегал. А чё мне... Ктинал пытаюсь нажать, а он не нажимается. Как же бесит. Давай, Рил, до свидания. Прилетел он. Ох уж этот орел. Там Джейд у нас убивает бота. Никс не прыгнет на бота, на аптечку, не? Серьезно? Испугался, что ли? Понимаю. Я думал, Никс прыгнет на бота, короче, а он это самое. Испугался бота. Ну, точнее, на аптечку. Там просто я знаю, что второй Никс был. И он, по идее, должен был прыгать, но... Орел выжил? Серьезно? Кто его резнул? Лев? Да чё вы такие шустрые-то? Я все равно догоню, Лев, ты понимаешь это? Тебе не сбежать, гений. До свидания. Ох уж эти гении. На что он рассчитывал? На что рассчитывал? Ну, нужно же думать головой, ну, немножко, ну. Не? Да, зачем? Давайте похилимся. Чё ж, халявная аптечка все равно, да? И золотам еще 2 бочки. Не знаю, зачем бочки, хотя, в принципе, они могут пригодиться, когда я весь рассказ сделаю. Мне нужно будет как-то на доне, ну, может, один удар пережить против какого-нибудь сильного противника, поэтому бочка, в принципе, пригодится. Итак, уже нашли, смотрю, там новых противников, да? А можно их ко мне подвести, не? Не? Ладно. Сами подойдем, не гордые. Не спеша подходим. И станем и убиваем. Ах, ох уж эти феромончики. Какой кайф, ребят, вы не представляете. Самый большой кайф в жизни, который есть в зубе. В самой душной игре в мире, да? Так, ну что там лутают? Джейд лутает. Джейд с косточкой, 13 уровень. Командные бои. На этом все. Ну, мне слов больше нету. А зачем другие слова произносить, если просто Джейд с косточкой, 13 уровень? Ну, вот, что можно еще сказать? Ой, ну что, Фламингос, понравилось, да? Понравилось? Побегал, красавчик, красавчик. Довольный, наверное. Ну, блин, не достал чуть-чуть. Да хватит убивать, Генри. Я, кстати, без дефибриллятора сейчас играю, это тоже нужно понимать, учитывать. Я, правда, про это забыл уже давно. Потому что, ну, реально нету ситуации, когда нужен дефибриллятор. Когда ты просто залетаешь и все шотаешь. Ну, в принципе, зачем здесь дефибриллятор? Они что, Генри потеряли? Серьезно? Гений на Генри очередной. Смотрите, сейчас шотну. Домой! Ну, Бастина, просто читаю как открытую книгу. Ладненько. Что ж, ребятки. Неплохо мы сегодня налутали топ-1. Я думаю, это достойно. Что Генри, что Дона. 4 топ-1 подряд. Ну, ладно. На Доне не было 4 топ-1 подряд. Или было? Там был один бой поражения, да. Но все равно вы видели, как это было. Там можно было бы вытащить, ну, если бы не было такого прям жесткого дисбаланса. Это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Что думаете по поводу феромончиков? Не имба? Не имба.
Такие дела. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.